Привет, привет, с вами Алена. У нас в гостях мужская нога с проблемой, очень похожей на мою вот на этом пальчике. Я тоже страдала такими вот бороздами. Ну, на большом, конечно, так не было, но вот на всех остальных вырастала. Короче, сегодня будем вырезать скрученные ногти, ставить коррекционные системы и достанем здоровый, мощный такой кусок оттуда. В общем, вот так выглядят наши ножки до. Вот смотрите, насколько он придавленный. Это на самом деле последствия ношения неправильной обуви. Но наш клиент говорит, что энное количество лет назад ему на палец упал шкаф. Да-да, вот такое вот бывает. Ну, короче, где-то там что-то пошло не так. Это я пытаюсь срезать вообще этот ноготь, а он такой толстый, он вообще просто одной рукой, короче, это никак не получалось сделать. Вот, и тут у нас, между прочим, с Леной коллективная работа. Я сказала, что если я не срежу этот кусь, я не буду спокойно жить. Поэтому я говорю, я сейчас срежу, а ты потом сама поставишь коррекционную систему свою. В общем, у нас тут это дружным коллективом. Смотрите, как глубоко уходит и что там лежит. Там что только не лежит. Вот сейчас кюреткой проверим, куда оно там уходит. Вообще просто глубоко-глубоко. Можете себе представить, какие ощущения испытывал этот человек? Он говорит, раньше им занималась жена. Сейчас мы берем, кстати, пряморежущие кусачки. И на пряморежущих кусачках вы видите белые пятна развода, и это вода, которая на них засохла, потому что когда инструменты моешь, их нужно потом вытирать и потом только просушивать. Ну, это я так своим администраторам сказала. Может, увидят, что так не надо делать, потому что это некрасиво в кадре. В общем, пряморежущими кусачками аккуратно заходим, убираем вот эту вот ненужную стенку. Дальше нам понадобится пинцет, чтобы аккуратно все это дело достать. Смотрите, какой шматок. Вообще просто ноготища. Вот, ну, я могу сказать, что у него будет колоссальное облегчение после того, как мы все это достали. Но это тоже не все. Там еще, знаете, сколько лежит? Ох, ведь ноготь, он там вот внутри трется, и вокруг него образовывается вот это вот подногтевое содержимое, как мне однажды сказали. Вот, в общем, достаем это содержимое, продолжаем его выковыривать, и сейчас у нас там просто останется дырка. Я называю это лыжня. Ну, потому что там так протаптывается, как лыжа. Ноготь просто давит, кожа трется. И вот тогда появляются всякие подногтевые, вот эти вот околоногтевые. Короче, зовите их как хотите, эти мозоли. Штука эта жутко неприятная. Вот теперь полюбуйтесь, что у нас там осталось. Ну, просто прям вот жесть. Ну, а теперь уже Лена приступает к работе. Она сейчас опиливает ноготь, истончает, видимо, в тех местах, где ей необходимо. Я так понимаю, вот эта вот борозда, которая проходит по ногтю, либо это вот как раз-таки следствие той самой травмы, когда на него упал шкаф. Только не спрашивайте меня, что с фрезой, потому что об этом надо спросить у Лены, что она с ней делала, что на ней такая черная полоска осталась. Поэтому давайте без копаний в моих фрезах. Вот. И я хочу сказать, что такая деформация пальца, помимо того, что на него упал шкаф, конечно же, происходит из-за обуви. Потому что в торец очень хорошо было видно, что ноготь, с одной стороны, прям плоский, он придавленный, а дальше ему ничего не остается, кроме того, как закрутиться. И вот второй палец я бы там на самом деле тоже рекомендовала поставить коррекционную систему. Ну, может быть, он к этому придет со временем, потому что там тоже остается лыжня, и на самом деле это жуткий дискомфорт. Я сама этим страдала, я говорю, ходила с титановой нитью на 6 пальцах. То есть на первом, втором и третьем вот так вот я проходила несколько месяцев. Зато сейчас мне так классно. Я прям сделала педикюр без покрытия, сделала себе пишайн. У меня теперь блестят ногти. Пишайн — это такой маникюр без покрытия лаками или гелями. Просто его там полируют специальными бафиками какими-то там, из чего-то, что-то там втирают. Ну, прикольная тема, но она такая не веган, потому что вроде бы они из чьей-то шкурки. Но я решила попробовать, и, в принципе, иногда, наверное, может быть, можно. Вот так вот я поступила со своими веганскими принципами. Но на самом деле мы просто отрабатывали, девчонки делали, потому что спрос есть, клиенты просят. Особенно мужчины, кстати, просят вот этот пишайн, потому что блестит прям круто. Тебя наполируют, ходишь, блестишь, как будто лаком покрыли. А на самом деле не надо. Ой, на самом деле ничего не блестит. Не надо, это я сейчас смотрела в другое место, извините, пожалуйста. Продолжает Лена у нас выковыривание. Лена просто мастер-ковырястер, она постоянно там что-то достает. Мне иногда кажется, что уже все кончилось. Нет, Лена достанет что-нибудь еще. Ну, на самом деле, главное, чтобы кюретка была хорошая. Теперь палец зачищен.
насколько я понимаю, полностью. Я думаю, что если Лена протирает, значит, результат ее устраивает. И теперь начинается подготовка ногтевой пластины. Сегодня будет подробная установка титановой нити. Наносится кислотный праймер. Дальше Лена применяет тейпирование, потому что ей необходимо оттянуть валик. Такое действительно имеет место быть. Она натягивает так, как ей нужно, для того, чтобы иметь возможность эту самую коррекционную систему поставить в том месте, куда ей хотелось бы, то есть близко к валику. Обратите внимание, да, как он отодвинулся, то есть ноготь был такой туда утопленный, а сейчас прям круто натянулось. Дальше мы берем микробраш и специально подготовительной жидкостью обрабатываются те зоны, где будет крепиться титановая нить, полимеризуется специальной лампой, и далее прикладывается сама вот эта вот металлическая леска, ну вот этот прутик, он же титановая нить. Короче, та штука, которую стоматологи для брекетов используют и которую мы у них благополучно украли. Накладывается композит, тот самый, которым ставят пломбы. Ну, в общем, все мы у них забрали. И на вопрос, где же все это дело купить, либо в специальных магазинах, которые специализируются на педикюрах, подологии, либо ищите это дело в стоматологических магазинах. Все вот эти инструменты можно найти в стоматологическом магазине. Это совершенно не проблема. Они там будут стоить дешевле, чем в специализированном подологическом, но это нужно искать. Там, ну, короче, это все сложно. И иногда мне кажется, что проще, ну, немножко переплатить совсем чуть-чуть, но уже как бы купить все в одном месте, тебе хотя бы объяснять, что зачем и почему, потому что стоматология на тебя смотрит как на идиотку, как правило. Ну, вот я когда туда захожу, особенно первое время, когда я за фрезами ездила в стоматологические магазины у себя здесь в Казани, они вообще, ну, с тобой вот как не с человеком разговаривают, ну, как бы стоматологи, да, это круто, ты такая маникюрша, как там только не называли, ходишь такая в эти стоматологии, дайте фрезы мне, пожалуйста, они вообще там у них боры называются, это у нас это фреза, а у них это боры, и они не понимают, зачем мы так коверкаем слова. Ну, это ладно, это о наболевшем на самом деле было. Лена тем временем уже заканчивает установку, закрывает этот торчащий краешек, и вот, пожалуйста, наш пальчик готов. Будем ждать, как он дальше себя поведет, но все должно быть хорошо.